Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я гештальт-психолог, сертифицированный магистр психологии, и сегодняшняя тема моего видео будет это причины, почему вы сравниваете себя с другими людьми. Сегодня я немножко так расскажу, что говорят на эту тему разные известные психологи, какие есть исследования на эту тему, расскажу причины, как я уже говорила, что возможно вообще с этим делать, и в начале этого видео хотела бы вас попросить подписаться на мой YouTube канал, также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там я каждый день выкладываю новые постики про тему отношений. В общем, канал очень интересный. Также, кстати, я там рассказываю про мои новые группы, которые я собираю. То есть, если вы планируете записаться на терапевтическую группу, там точно будет новая информация по моим группам. Вообще, эта тема, она такая достаточно часто вообще в терапии. И я в начале этого выпуска хотела бы рассказать такую придуманную, даже некоторую клиентскую историю на эту тему, которая могла бы вам как-то, возможно, больше понять, о чем я говорю и про что я сегодня буду рассказывать. Давайте представим, что девушку зовут Екатерина, допустим, и она постоянно занимается тем, что ходит на разные курсы повышения самооценки, повышения своего дохода, посещает эти курсы у известных блогеров, допустим, у Беляковой, покупает какие-то курсы, как продвигать свой инстаграм, по рилсам, то есть постоянно самосовершенствуется, ищет новые способы, покупает что-то реально очень такое, как она считает, очень у крутых людей, специалистов, и не понимает, почему же у нее всю жизнь не такая, как транслируют люди в инстаграм, почему у той же Саши Беляковой семья такая счастливая, такая радостная, у них все вот так шикарно, деньги есть, такой доход высокий, там, Hermes сумки покупают, на Бентли она ездит. Она говорит, я уже все сделала возможное, чтобы хоть как-то приблизиться вообще к тому, что я вижу. И говорит, я не пойму, почему у меня этого нет. И каждый раз, когда я захожу в Инстаграм, я вижу, что таких людей, как вот эта Саша Белякова, которая транслирует идеальный успех, их много, и я постоянно думаю, что со мной что-то не то. И постоянно себя сравниваю с другими. И думаю, что-то я делаю не так, как-то я, может быть, не понимаю, может быть, я что-то упускаю. То есть я сейчас привела такой, знаете, жизненный пример, где девушка, я уже забыла, как я ее назвала, где девушка постоянно самосовершенствуется, что-то делает, как-то включается, как-то работает, изучает разные сферы, будь то тема самооценки, будь то тема финансов, но никак не понимает, в чем вообще загвоздка, почему этого нет. То, что транслируют другие, вроде бы как у них есть, а у нее этого нет. И она постоянно, получается, наступает на одни и те же грабли, сравнивая себя в разных сферах и думая, что со мной что-то не так. И какие там чувства тоже, какое-то такое чувство злости на себя, что ж у меня опять не получается, что ж я опять в этом не смогла и тут не смогла, постоянно я недостаточно. То есть вот как такие мысли внутри, я, наверное, как-то недостаточно. И даже стыдновато кому-то признаваться, а как у меня, а ведь у меня не так, как в Инстаграме, у меня-то вот вообще по-другому и с изъянами, и не идеальненько. Просто невероятно рядом. И сейчас я дальше буду рассказывать про, такую, знаете, частые причины вообще, из-за чего человек сравнивает себя с другими людьми, почему он может застревать в этом таком некотором коконе, что у других классно, а я вот какой-то Г, я вот какой-то не до, постоянно не до. Какие вообще этому всему могут быть, послужить некоторые такие причины. Я здесь себе поставила ноутбук, так что буду сидеть, так подсматривать, ожидайте, куда я смотрю. И первая такая причина, почему вообще люди сравнивают себя с другими, это такая, знаете, эволюционная причина. Часто вообще люди сравнивают себя в группе с другими людьми, чтобы как-то избежать некоторых такой угрозы, что от него откажутся, что он будет недостаточно, что там, допустим, во времена каких-то уже совсем средневековых, что из племя человека выгонят, что он должен будет уйти, что племени в группе культивируется некоторый уровень там способностей умственных, физических, где социально показывают некоторую планку, как хорошо. И когда у человека есть некоторые отклонения в этом, социально это не одобряется, и раньше такое было, что из племени могли просто человека выгнать. Это было самое худшее вообще наказание, когда тебя выгоняют, ты остаешься в одиночестве, а это часто вообще происходило так, что если ты остаешься в одиночестве, это без еды, какой-либо помощи, чтобы ты вообще как
как-то прокормился и дальше просто жил. По сути, это была смерть. То есть отказ общества от человека первоначально в первобытном обществе, кстати, первое мое высшее образование преподаватель истории, он был основан на страхе выживаемости, что если я недостаточно, если от меня отказываются, то это культивируется как смерть. Поэтому первая такая заложенная в нас, такая некоторая, знаете, эволюционная, природная, такая инстинктная штука, где мы это улавливаем, как если я буду другой, если у меня это не удается, то от меня откажутся, а там много страха. Вторая, это, я бы так сказала, что, знаете, как родительские установки. У всех у нас было детство, и у каждого из нас были свои родители. Даже если у вас не было реальных родителей, у вас были какие-то опекуны. Это может быть бабушки или еще кто-то. Я так обозначаю этот второй пункт как родительские установки, где ребенка часто вообще могли сравнивать, постоянно сравнивать оценки. Да вот ты не дотягиваешь, вот ты должна лучше, да что ты рассказываешь, что всем 4 поставили, на самом деле я не верю тебе. Да ты должна сдавать только на 5. Такое идет сравнение с другими одноклассницами, с сестрами, допустим, с братьями. Через такой способ родители пытались мотивировать. То есть понятно, что у родителей были такие свои, в общем-то, требования, желания, точнее не требования, а свои представления о воспитании ребенка. У них была идея, что через сравнение это будет вот таким служить некоторым спасательным кругом, помощи того, что их ребенок действительно будет замотивирован и как-то добьется каких-то больших высот. Поэтому через такие вот интроекты, если простым языком сказать, убеждения, установки, родители бессознательно, а иногда даже сознательно пытались через сравнение, через объяснение, как правильно, как неправильно, настроить ребенка. Часто из-за этого уже в дальнейшем и складывается у человека такая предрасположенность к низкой самооценке, когда вообще родители просто не давали некоторую такую поддержку, что мы с тобой, как бы ты вообще ни поступил, какую бы ты оценку не получил, мы все равно тебя будем любить, ты все равно для нас будешь значим, ты все равно наш. А часто ребенку это не говорят, а ему говорят про то, что ты должен, ты постоянно недостаточно, то есть у каждого из, если актуальна именно эта тема, то, скорее всего, именно это и культивировалось, что ты должен, постоянно сравнивали, постоянно говорили, как должно быть, и даже могли говорить такие фразы, что да мы от тебя откажемся, да ты не из нашей семьи, да, как так вообще может быть, что в нашей семье, такой глупый ребенок, такой неспособный. Или это могут не говорить, но сразу как будто бы поведение родителя, что ребенка как будто бы они перестают видеть. То есть отсутствие поддержки, из этого может быть дальше уже складываться, что человек просто имеет некоторую такую низкую самооценку, отсутствие опоры на себя и вот заложенные такие установки, что вот у других-то хорошо получается, а вот у тебя нет. И предрасположенность регулярно сравнивать себя, потому что родители это сравнивали. И тут уже человек, так знаете, этот механизм так себе в голову уже поставил. Этот механизм уже работает без какой-либо необходимости созваниваться с родителями. То есть уже сам человек сам себе внутри так идет и говорит: так, вот сейчас открою, так, вот у этой, конечно, красивая сумка, а у меня такой нет. Вот эти уехали на Мальдивы, а я все вот со своим мужчиной там нахожусь, который не может это мне купить. И начинает также внутри сравнивать себя. Также, в общем-то, поступать, как делали с ним его родители. Третий, получается, момент, я бы его назвала как социальное влияние, а именно влияние Инстаграма, Ютуба, то есть какие-либо социальные сети сильно сейчас влияют вообще на то, как человек себя сравнивает. Если бы этого не было, дальше, кстати, расскажу статистику по влиянию социальных сетей на психику. Если бы этого не было, было бы намного все проще. Но так как это есть, это дополнительный фактор, который давит, такое, знаете, медийное давление, создает иллюзию некоторого такого чужого успеха, который бессознательно давит на человека. То есть, если у него вот так, он заходит в Инстаграм, видит у других вот так. И это провоцирует вот это вот напряжение, что со мной что-то не так. Четвертый момент — это стремление к принадлежности к какой-либо группе. То есть, допустим, вы находитесь в какой-то группе, допустим, в коллективе в каком-то работаете, и вам бессознательно, это вот реально, это вот такой, знаете, эволюционный, как я и раньше говорила, это эволюционная штука. Вам будет хотеться приблизительно так же разговаривать, так же одеваться, вести себя похожим образом. То есть у нас включается такое стремление к принадлежности в какой-то группе. Это может быть какой-то нации, там, то, что я, допустим, там, я не знаю, американец. И я вот по-особенному как-то говорю, и именно придерживаться
такого уникального кода. Допустим, если это сотрудники на работе, то мы приблизительно в одном и том же, там, в одной и той же стилевой какой-то гамме одеваемся. Или это может быть, там, я не знаю, вы увлекаетесь, допустим, роком, и это сразу, как-то сразу другим людям и вам становится понятно приблизительно, какой стиль в одежде это. Это там черное, там порезанные какие-то там кляпы и так далее. То есть стремление вообще нашей психики как-то вообще принадлежать какой-либо группе. Следующий пункт, это почему вообще человек сам себя сравнивает с другими людьми, это отсутствие осознанности. Это когда у человека нет опоры на себя, нет, следовательно, способности замечать себя, свое тело, свои чувства, свои переживания. Из этого следует замечать, а что он реально хочет, а не папа, мама, а другие люди. То есть такое отсутствие стержня, отсутствие, следовательно, опоры на себя, отсутствие понимания, а какой я, не дает возможности человека вообще выходить. Если он уже заходит там по это чувство сравнения себя с другими, то если нет осознанности, он не может из этого так выйти и понять, так, это вообще-то не про меня, так, это вот не нужно мне навязывать эту идею, когда открываешь Инстаграм, что со мной что-то не то. Это они там что-то в своей жизни транслируют, но я есть я знаю, к чему я стремлюсь, я знаю, что я чувствую, я знаю, что мне нравится, я знаю то, что мне приносит удовольствие, и то, что я сам хочу. Такая опора, она часто отсутствует по причине, снова же, некоторого отсутствия опыта. Дальше я хотела бы рассказать про некоторые такие цитаты из книг известных психологов, что они говорят на эту тему, и постараюсь в этом видео рассказать так простым языком сложные достаточно вещи. Например, Карен Хорни говорила из книги «Невроз развития личности» 1950 года. Человек стремится к совершенству не потому, что оно достижимо, а потому, что он боится оказаться хуже других. То есть, как я вам и раньше говорила, у нас есть генетически такое эволюционно предрасположенное чувство, где человек боится, что от него уйдут, что от него откажутся. Страх быть отвергнутым. То есть вот за этим вот кроется. Это про то, что, в общем-то, я и говорила ранее. Это некоторый такой механизм выживания. То есть если я буду как все, то я выживу. Если же я буду отличаться, то, возможно, от меня откажутся, и мне придется как-то выживать, а там я могу, может быть, и умру. То есть это про возвращение к тому первому пункту, где я говорила про эволюционное влияние. Еще, кстати, исследование университета Шеффилда, правильно сказала, в 2018 году показало, что восходящее сравнение в социальных сетях связано с ростом депрессии и тревожности на 30%. На самом деле, я думаю, что там процент даже выше. И дальше я еще расскажу некоторую другую еще одну статистику. То есть вы видите, что уже в 2018 году по исследованию стало понятно, что социальные сети влияют на человека так, что повышается уровень депрессии и тревожности. Дальше я хотела бы сказать про взгляд Винникота. Это психоаналитик. Он говорил про концепцию достаточно хорошей матери. Я, как гештальт-терапевт, очень близка к психоанализу, и для меня очень близок именно, тут, знаете, даже в психотерапии, точнее, вот это направление как психоанализ. И особенно мне интересно вот как раз то, что говорил Винникот. И он говорил, что ребенок, растущий в поддерживающей среде, учится понимать себя. Если родители требуют идеального поведения, идеального ребенка, у ребенка формируется чувство, что он недостаточно хорош. И он говорил, что настоящее «я» формируется не в достижении, а в принятии. То есть, как мы видим, что если, как Винникот, точнее, даже говорит, что если не было опыта поддерживающей среды, где мама поддерживала, где мама была рядом, где мама не стремилась к какой-то идеальной картинке, где ребенок что-то должен добиться, то этого сравнения у ребенка уже во взрослой жизни его меньше намного. Если же этой поддерживающей фигуры нет, то человек начинает, и была сравнительная модель, то человек начинает дальше в своей уже взрослой жизни искать таких людей, которые постоянно будут что-то хотеть, постоянно будут от него что-то требовать, вписываться в такие отношения, где это будет все разыгрываться, и внутри также будет проигрываться, что ты опять недостаточно. То есть такая привычка, как мама с ним общалась, что с тобой что-то не то, ты опять должна лучше, что ж у тебя опять ничего не получается. То есть эта привычка, она будет отыгрываться. Я себе приготовила чаек. Кстати, интересно, в кадре так выглядит, как будто бы кружка равного цвета. То есть, как мы видим по словам Винникота, насколько ценно вообще в жизни человека иметь опыт опорных, поддерживающих родителей. Я с ним в этом месте прям
Вообще все цитаты, которые я здесь рассказываю, они мне откликаются. И я здесь как, знаете, как психолог, который, правда, работает в том направлении, где как раз-таки мы этим и занимаемся, где именно в психотерапии человек получает этот опыт. Те люди, которые часто сравнивают себя с другими людьми, часто не имеют такой опыт, где мама была бы такой теплой, поддерживающей. И первое время, в частности, первый год уходит как раз-таки на это. Вы приходите к психологу, с каким бы вы запросом ни пришли, но есть то, что вы получаете молча. Это присутствие, это принятие, это внимательность другого человека, это то, чего не было у вас, получается, в детском возрасте, где мама принимала бы, где мама поддерживала, где мама бы не оценивала, не говорила как надо. То есть эту роль, эту фигуру занимает ваш психолог в начале терапии. У Винникота была концепция достаточно хорошей матери, но часто, к сожалению, такой достаточно хорошей матери у многих не было. Следовательно, вот это вот в голове крутилка, что я недостаточно, что я опять не соответствую, что со мной что-то не так, она вот приводит к тому, что вот, к сожалению, вот такого, был такой отсутствующий объект в детстве. Я что-то думаю, что я как-то достаточно сложную, возможно, тему взяла, но... В общем, надеюсь, что она будет понятна. Также я хотела бы перевести здесь цитату Карен Хорни. Очень классные книги, но они достаточно сложные. Вообще психоаналитическая литература, она непростая. Она писала: общество создает невротическую гонку, в которой люди измеряют свою ценность через достижения. Мы становимся не теми, кем хотим быть, а теми, кем нам сказали быть. Мне в этом месте ее мысли очень так откликаются. И в терапии я так и замечаю, что люди часто приходят с убеждениями от родителей, как я и говорила вот в теме причин, от мыслей каких-то соседей, навязанных идей, подружки, которые рассказывают людям, как им жить, к чему стремиться. Но часто это вообще не про жизнь человека и не про настоящие его желания. И еще немножко скажу, что исследование в Гарвардской бизнес-школе в 2016 году показало, что 75% людей чувствуют стресс из-за того, что их успех недостаточно высок по сравнению с окружающими. Заметьте снова, насколько актуальна эта тема, что аж 75% чувствуют из-за этого стресс. Стресс из-за того, что сравнивают регулярно себя с другими людьми. Это снова мы так возвращаемся к отсутствующей такой матери, к сожалению, у которой не было в детстве у детей. Поэтому вот такое вот сравнение у многих присутствует. Также я здесь хотела бы привести пример, такую цитату, которая мне тоже понравилась. Это Фриц Перлс говорил: сравнение — это убийца радости, потому что оно увлекает нас в мир фантазии о чужой жизни. И также Перлс, он утверждал, что когда человек занимается таким некоторым сравнением себя с другими, он теряет связь с реальностью. И вместо того, чтобы чувствовать, что происходит здесь сейчас, он живет с чужими стандартами, упуская свою жизнь. Что, в общем-то, я в этом месте, тоже так вот разделяю и поддерживаю. Заходя в Инстаграм, видя идеальную картинку, вы включаетесь в жизнь другого человека. Вы начинаете фантазировать: а как же там классно, а как же там хорошо. Но это не про реальность, не про вас. А чтобы пойти в то, что вы хотите, это нужно, в общем-то, быть человеком, заинтересованным к себе, к своему телу, к своей чувствительности, чтобы появилась некоторая опора: а что же хочу я? Не что хочет другая девочка, которая там выкладывает классный блог, а что же хочу я? Но это, в общем-то, тот шаг, который некоторые люди, к которому вообще не приходят никогда. И вообще, я думаю, тут так скажу чуть-чуть, и вообще сама гештальт-терапия, и я как гештальт-терапевт могу так сказать, что мы как гештальт-терапевты, направляем людей в то, чтобы эта опора была, чтобы люди не задавались вопросом, точнее, они будут задаваться вопросом, когда приходят на консультации в первый месяц, в первые встречи, да и, может быть, в какие-то моменты еще в терапии: а что мне делать? А что бы ты сделал в этой ситуации? А как мне поступить? Такие вопросы с тем, чтобы передать ответственность другому человеку, пусть за меня решит. Я, как гештальт-терапевт, понимаю, что мое направление, да я думаю, честно, любые направления более глубокого формата в психотерапии, они направлены на то, чтобы формировать этот стержень, про опору на свое тело, про опору на свои чувства, про знание о себе, а в чем же я получаю кайф, а от чего я получаю удовольствие, а что меня радует. Даже, допустим, я сегодня, когда сидела, такая думала:
вот сейчас я буду записывать видео. А что я вообще хочу? А в чем я здесь буду получать радость? Почему я хочу именно это делать? И сидела такая, думала. Потому что мне интересно пробовать вообще себя в том, чтобы выступать, чтобы практиковаться, говорить на камеру, чтобы... Ну вот я знаю по себе, что я получаю огромное удовольствие от ведения групп. Меня заряжает то пространство, где это не индивидуальная терапия, а где появляется какая-то динамика. И в таких местах, где есть, не один человек, мне бы хотелось бы больше развивать свой навык, говорить, высказывать свою точку зрения, и как будто бы это видео, оно про это. Оно про процесс, про желание, как-то, знаете, кайфануть еще от этого. Вот попробовать как-то вот записывать видео не с 200-го дубля, а просто вот записываю, да, тут будут нарезки, да, тут будут какие-то видосики, но попробовать рассказывать свои мысли, да, может быть, вообще там вот совсем не идеально, может быть, кому-то сложно, потому что я тут рассказываю, таких авторов цитирую, которые, непростые достаточно. И в то же время я понимаю, что я тренируюсь, и это то, что это то направление, от которого я получаю удовольствие, и в этом расту. И когда этого нет, и правда, так, знаете, можно стремиться сравнивать себя с другими, ругать себя, но не чувствовать опору, а что же мне дает удовольствие. Вот я так отступила, в общем-то, немножко про себя рассказала, про мою мотивацию снимать видосики. И, конечно же, еще так немножко скажу здесь про то, что сама терапия, она как раз-таки направлена на то, чтобы усилить вашу чувствительность. Как бы много вы не смотрели видосиков, каких-то курсов, которые будут записывать кто-либо, это не поможет вам на практике прийти к себе. Потому что, чтобы прийти к себе, нужен другой человек, как эта теплая мать, которая была в Винникоте, про которую я говорила, которая поможет вам с интересом начать интересоваться, а что же мне приносит удовольствие, а что же я сейчас хочу, а что я сейчас чувствую. Я сейчас сижу так, сейчас хочу выпить чай, допустим. Такой рядом другой человек, поддерживающий, теплый и с большим интересом к вам. Поэтому видео это очень хорошо, это какая-то часть из того, чтобы можно было потом этот уровень осознанности увеличить. Но это маленький процент к узнаванию, в общем-то, себя. И следующую цитату, которую я хотела бы вообще привести, это Альфреда Адлера. Он говорил так: попытка быть лучше всех делает человека слабее. И вообще постоянное такое сравнение себя с другими людьми, это вообще усиливает, как я говорила в исследовании, которое было выше, усиливает тревожность, усиливает депрессию. Оно часто вообще формирует зависимость от внешней среды, то есть человеку постоянно нужно получать оценки, постоянно нужно получать какое-то одобрение. Мне сказали, что я молодец, сессию я сегодня хорошо провела. Они сказали, то все вообще плохо, я плохой терапевт, я плохой, наверное, врач, я плохой, наверное, редактор, я не знаю, кто вы там. То есть у человека формируется такое желание постоянно где-то получать вот эти какие-то поглаживания такие, что ты молодец, что ты вот сейчас делаешь то. И как я, например, записывала бы видео, ориентировалась бы на просмотры. Это не то, на что я планирую ориентироваться. Я планирую ориентироваться на мои ощущения, на интерес к себе и интерес развивать этот навык. Идти к тому, чтобы... Вообще, потихоньку я с каждым шагом иду к себе, к своей цели и к своему такому кайфу и адреналину, который сейчас есть. А это такое... где-то про группы, где-то про... Предыдущая запись была остановлена из-за того, что у меня сел телефон. Поэтому немного сейчас, возможно, вы будете замечать такие изменения не знаю, в цвете волос, в каком-то еще, может быть, интерьерном условии моей челки и так далее. Но я продолжу. Вообще цель моего такого вещания, записи видео — это публичные выступления, потому что в ближайшие полгода у меня расписана запись ведения разных мастерских на разных конференциях психологических. Там будет по 200, по 300 человек. Плюс я сейчас веду группы и постепенно размер этих групп увеличиваю. И для меня хотелось бы, знаете, еще где-то тренироваться
тренировать свой голос, где-то публично выступать. Ну, даже, может быть, не публично, а вообще просто иметь некоторый опыт регулярного вещания и что-то рассказывать. Вот, поэтому, в общем-то, мы и встречаемся с вами здесь. Поэтому у меня сейчас и будут выходить в ближайшее время разные видео на разные темы. Вот, главное, чтобы я говорила. Это вот основная моя такая задача. И третий момент, я рассказывала так про Адлера, цитата Альфреда Адлера. Первые два пункта я уже сказала. И третий пункт, это к чему может привести? Это может привести к эмоциональному выгоранию. То есть, когда человек постоянно себя сравнивает, когда человек постоянно занимается такой злостью, направленной на себя, в этом месте человек очень сильно утомляется, он перестает обращать внимание, фокус на свой комфорт, на свое удовольствие. Следовательно, из-за этого он больше требует работать, больше требует какого-то усердия, усилия, серьезности, отношения к своей деятельности, к своей работе. И это приводит к эмоциональному выгоранию и снижению, следовательно, самооценки. То есть такие мысли внутри: блин, опять я чмо, опять у меня ничего не получается, опять этого все недостаточно. То есть вот эти мысли про то, что это снова недостаточно. Еще немножко скажу про исследование, которое было проведено Американской ассоциацией психологов. 60% миллениалов чувствуют жизнь хуже, чем у сверстников из-за постоянного сравнивания себя в социальной сети. Я думаю, честно, это не только 60%, а там статистика будет больше, потому что люди заходят в грамчик и начинают себя сравнивать. И это приводит к такой, в общем-то, не очень хорошей статистике. Американская ассоциация психологов приняла решение, что это 60%. Я здесь глубоко сомневаюсь, что это процент слишком низкий, что там будет он даже больше. И в конце хотела бы рассказать про то, что же с этим делать простыми словами. Первое, что первый шаг, как, в общем-то, выйти из такой ловушки, постоянно себя сравнивать, постоянно себя корить за то, что я опять недостаточно. Так, я, наверное, свой этот плащ а-ля Шанель сниму. Первый шаг — это что мы будем с этим делать вообще, если человек придет ко мне в терапию или на группу. Даже сейчас, вот, кстати, у меня сейчас началась группа, и первое, с чего мы начинаем, это с осознавания своих чувств. Люди в жизни, я замечаю, многие вообще не понимают, зачем это, что это, почему, зачем вообще эти чувства нужны, а какие чувства вообще есть. То есть я сижу на группе, задаю вопросы: что ты сейчас чувствуешь? Человек может реагировать так, что типа, что это за вопрос? То есть это нормальная ситуация, что, ну, как я уже понимаю по такому опыту практики, то в нашем, к сожалению, обществе не воспитывалось с самого рождения такие качества от матери, где мама вообще интересуется и спрашивает у ребенка: а как ты сейчас, а что ты сейчас чувствуешь? А знаешь что, когда ты злишься, это значит, что тебя что-то не устраивает, это значит, что за этим стоит какое-то твое желание, то злиться, в общем-то, ты можешь, но наоборот, твои чувства — это, ну, такой сигнальный, как аппарат, как светофор, который показывает, что вот, смотри, тебе что-то не хватает, вот, смотри, у тебя какая-то потребность не закрыта. И так как этой некоторой такой теории, в то же время поддержки от материнской фигуры не было, часто люди вообще не понимают, нахрена это все нужно. Зачем вообще разбираться в своих чувствах, зачем вообще увеличивать свою чувствительность и осознанность. Поэтому первый пункт, который поможет нам в этой теме, это осознавать свои чувства. Как говорил Перлз, осознавание своих чувств — это первый шаг к свободе от чужих стандартов. То есть часто в жизни нам навешивают стандарты, интроекты, мысли о том, что ты должна, я не знаю, там, выйти замуж до 30, ты должна купить себе квартиру, ты должна, там, я не знаю, зарабатывать такую-то сумму. Поэтому, когда человек начинает увеличивать осознанность, а именно через чувствительность к своему телу, понимание, что я сейчас чувствую, у него начинает появляться своя шкала ориентиров, что же он хочет. То есть мы с первым шагом здесь разобрались. Второй шаг, он такой, как продолжение этого же первого. Если у человека есть опыт опираться на свою чувствительность, следовательно, второй шаг, он будет уже намного проще сделан. Это что я хочу сделать, что я хочу изменить относительно того, что я чувствую. Но это level 200. Вот это получается то, к чему мы приходим на группе и в личной терапии через какое-то время. Если первого пункта у вас нет, это второй пункт для вас будет как шум в ушах, типа, блин, что это вообще за слова она тут говорит. Давайте первый пункт, я думаю, для обычных людей, особенно не в терапии,
психотерапии этого вполне достаточно. Ну и третий пункт, он про ассимиляцию, он про такое, знаете, принятие некоторого своего опыта, который человек уже прожил, но не принял. Это такая практика благодарности. Она банальная, она простая, но когда человек постоянно себя ругает, постоянно себя сравнивает, постоянно у него есть какое-то недо, и в группе часто, кстати, это как может выражаться, когда человек рассказывает о себе, эмоционально вообще никак не вовлекается, либо какие-то куски жизни просто забывает, и у него они выпадают. Такое, знаете, непринятие каких-то фактов своей жизни, своих достижений, то, чего вообще, к чему этот человек пришел. Вот я, например, вспоминаю, как у меня было. Помню, на группе одна из девушек такая говорит: я там пошла учиться в МГУ. Я такая сижу, думаю, блин, как она круто об этом говорит. Она прям как-то вот так много у нее эмоций. А я понимаю, что я какой-то свой кусок жизни, где я закончила МГУ, где я вот реально выстрадала, вымучилась учить эту гребаную историю наизусть, эти даты и так далее, эти фамилии. У меня как будто бы, знаете, так со стороны услышала, блин, вот есть же люди, которые прям как-то несут какие-то свои факты и как-то принимают к себе. Вот. Поэтому для меня вообще это тоже тема такая была очень близкая, да и сейчас есть. Это та тема, которая иногда периодически у меня тоже так всплывает. Если у вас этого качества вообще нет, то вот я начинала с чего? Я писала, прям каждый день писала в тетрадь, за что я благодарна, что я вообще сделала. Потому что вот такой вот перфекционизм, требовательность к себе, давай еще лучше, еще и это, и то, постоянно фокус на том, что ты не сделал. И таким способом, через эту практику, мы нашему мозгу направляем новые сигналы, чтобы он фокусировался на то, что мы сделали. И это будет непривычно. Поэтому, если у вас такой привычки нет, и прям вот, то есть это вот, сильное проявление, такое сравнение у вас очень сильно выражено, я бы рекомендовала прям писать. Через какое-то время, там, не знаю, месяца 2, когда вы будете это писать, постепенно мозг будет перестраиваться. Вообще вся суть психотерапии длительной и групповой в том, чтобы постепенно мозг начал перестраиваться, а на это нужно время. Это не так, что вы послушали какой-то видосик, какую-то книжку прочитали, а это про практику. Для практики нужно, в общем-то, регулярно что-то делать. Писать в тетрадку, что же вы сделали, и через какое-то время мозг начинает перестраиваться на то, что вы можете уже через время и не писать. По окончанию дня будет такое ощущение, что вы где-то будете уже гордиться собой, вы будете уже фокусироваться и замечать что-то и хорошее. Мозг будет перестраиваться на новый лад, не на фокус, где я не до, а где я, в общем-то, прям сегодня смог, где, может быть, какие-то простые вещи, но я сделала, я смогла. Там, допустим, я приготовила борщ, я записала видосик, на какие-то, может быть, мелочи, но вы это сделали, вы это смогли. Ну и еще так пару слов скажу про то, что вообще такая привычка сравнивать себя с другими людьми, эта привычка корректируется. Она корректируется не быстро, она корректируется при регулярном, в общем-то, возвращении к этой теме, при регулярной практике. Это то, что можно, в общем-то, изменить. Главное, чтобы у вас было желание и мотивация. Еще поумничаю, еще немножко скажу. Как говорил Карл Роджерс, человек становится свободным, когда принимает свою уникальность и перестает искать идеал вне себя. И в конце этого видео я хотела бы вас пригласить на мою терапевтическую группу. Она уже сейчас началась, и я буду рада, если вы присоединитесь. У нас, кстати, там осталось совсем немножко мест, поэтому присоединяйтесь. Сейчас группа проходит в Москве. Я уверена, что через время у меня будет еще набор групп. Я думаю, что у меня какой-то набор группы будет регулярно проходить, потому что это то направление, в котором я сейчас стараюсь так развиваться, это то, что мне интересно. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, я там каждый день выкладываю постики про отношения, мы там такую болталку делаем, обсуждаем, что же такое измена, можно ли любить двоих сразу, в общем, такие какие-то противоречивые тематики поднимаем, и некоторый такой спор у нас идет, поэтому подписывайтесь, читайте, и не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Еще, может быть, когда вы сейчас смотрели это видео, у вас, может быть, появились какие-то ваши мысли, может быть, какие-то ваши рекомендации, тоже пишите, потому что вряд ли, я думаю, в одном видео можно всю тему прям вместить. Поэтому пишите свои комментарии, пишите ваши мысли, ваши идеи. Еще, кстати, через 4 месяца я сейчас подала документы на аккредитацию в ЕАГТ. Это Ассоциация гештальт-терапевтов европейская. И если вы учитесь за границей, если вы проходите обучение как гештальт-терапевт за границей, я вас жду на своих терапевтических группах и на моих консультациях. Я смогу вам проставлять
зачетки, если даже вы учитесь в иностранном вузе. Ну и понятно, что если вы учитесь в России, тоже у меня есть для этого все документы. Если вам необходимо проставлять зачетки, если вы хотите регулярную терапию, а когда человек учится на гештальт-терапевта, у нас получается минимум 2 года групповой терапии, необходимость в этом есть проходить, и плюс личная терапия минимум год. Поэтому, если у вас есть желание, если вы ищете себе терапевта, а таких терапевтов мало, которые прям которые входят в ассоциацию ЯГТ и говорят на русском языке, если для вас это актуально, приходите, я буду вас ждать. Все, до скорой встречи и всем пока!